мои дорогие! Сегодня я вам расскажу, что же такое аджумы и аджуши. Начнем с того, что я не буду сильно углубляться в эту тему, потому что рассуждать можно долго, нудно, вплоть до того, что даже вызывать великих и незабвенных умов мира сего, изучающих, например, культуру Азии. Нет, поговорим о том, чтобы вы в принципе понимали, что это, кто это и зачем это. Но начнем с малого. Спросим у человека, который часто использует наверсаджон. Да, наверсаджон. Нужно же от чего-то отталкиваться. Извините, пожалуйста, можно спросить, вот аджума, что нам навер говорит про это? Давайте спросим навера. Ну вот возьмем, заведем аджума. Аджума. Он пишет, что это тетенька, тетя, женщина, девушка и вроде как незамужней может тоже быть. Угу. А вот если аджуши посмотреть, пишем аджуши. Аджуши. Ну и тут пишется уже немножко другие данные. Это дяденька, мистер, господин. Ага. То есть, в принципе, мы получаем, что аджума это некая тетушка, а аджуш это некий дядюшка. То есть, в принципе, понятие даже русского языка, возраст тоже не указывается, потому что, колебания будут сильными, но давайте все-таки подытожим фактор того, что можно добавить к этому, чтобы вы понимали гораздо лучше. Аджума – это женщина за бальзаковский возраст. Кто такой Бальзак и бальзаковская женщина, я думаю, спросить лучше у Бальзака. Это женщина, которая в возрасте где-то от 40, у которой, как минимум пама на голове. Это химия, афрохимия такая. И ее возраст колебается как от 40, так, в общем-то, от 50, да и вообще, в общем, это может быть, на самом деле, очень сильно пожилая женщина, но называть ее хальмуни в некоторых ситуациях было бы опасно для жизни. Постепенно, постепенно. То есть вы теперь понимаете, что некая женщина в возрасте за 30 и даже, будем честными, за 40, это и есть аджума. Но здесь, в Корее, аджума и аджуши используются не только в обозначении возраста человека и, в принципе, кто этот человек. То есть, по идее, ко мне тоже можно так обращаться по фактору здешней культуры, но если так сделать, можно меня оскорбить, потому что в большинстве случаев такие звания, как аджума и аджуши, используются в некотором ругательном варианте. Как у нас, типа, женщина, что ты делаешь? Или как, мужчина. Малоприятная ситуация, не правда ли? Поэтому понятное дело, что здесь это не используется к девушке или мужчине, чтобы, не дай боже, не оскорбить. Хотя, конечно же, друзья между собой, почему бы не кинуться парой-троечкой таких легких дружественных оскорблений. Такое тоже бывает, и когда кто-то из друзей начинает скрежетать о том, что у него где-то что-то болит, в первую очередь идет «я аджума». В последнюю, когда уж совсем скрежещет и скрипит, «Харабджи, канчана», потому что это говорит о том, что человек ведет себя как пожилой, и даже, возможно, хуже пожилого, потому что здесь люди в возрасте вам дадут такого перца, поэтому они супер! Пояснение. Я уже не раз, по-моему, говорила про фильм «Сани», и чтобы реально понять, кто же такие аджумы и аджуши, нужно посмотреть этот фильм. Да, это тот период жизни в Корее, когда они боролись за свои свободы. То есть это люди, которые не боятся взять, пойти и воевать за свою правду. И вот именно тогда привязалась к ним эта американская мода с памой на голове. До сих пор. Я понимаю, тогда это было модно, а нынче это, в общем-то, удобно, потому что, ничего не надо делать. Помыл голову, расчесался, пошел. Потому что основная масса аджум, которые могут встретиться именно с памой на голове, это рабочий класс. Им явно не до себя, чтобы там что-то себе делать. Аджума с легкой завивкой, это уже явно женщина, которая состоялась, и у нее явно все хорошо. Но вот именно рабочий класс даст перца вот той самой состоявшейся аджуме, поэтому даже те боятся, в общем-то, вставать в полемику с такими аджумами. И шуток на самом деле про это дело очень много здесь, в Корее. 이게 뭐요?
뭐가 됐어? 뭘 그만해 이 새끼야. Палец в рот таким не клади. И явно ты не захочешь с ними пересекаться даже в рукопашную, как с дядечками, так и с тетечками, потому что если дядечка еще как бы подумает что-то сделать, особенно если это девушка, то тетечка и раздумывать не будет. Вообще. Пример истории. Мне рассказал ее мой муж. Они сидят со своими друзьями-школьниками на некой лавочке. Идет, значит, такая милая Джума со своими, значит, пакетами. И какая-то, ну, скажем так, взволнованная старшеклассница, скажем так, янки моды, вдруг начинает на всех выпаливать, и под горячую руку попадается Аджума. Она ей кричит некую фразу, которая ее оскорбляет. Та, недолго думая, аккуратно ставит свои замечательные сумки с покупками, делает буквально несколько движений просто магических кунг-фу, карате, тэквондо, то есть так-так-так-так-так, и девочка просто сложилась и села. Она берет обратно свои сумочки и говорит ей некую фразу из серии вроде как «ты смотри, кому что говоришь», и уходит, периодически зыкая на, соответственно, сидящих сбоку мальчиков, среди которых был как раз мой муж, которые были просто в шоке. Они явно не хотели подходить к этой Аджуме, ну зачем, а то еще им так и они сложатся. Девушка через некоторое время, конечно же, отошла, у нее так немножечко отключили сознание, и она, конечно, больше не встревала и не пыталась оскорбить старшее поколение, потому что есть явно огромная сила не только уметь ругаться так, чтобы у тебя уши в трубочку свернулись, но и вдруг она какой-нибудь черный пояс по тэквондо, кунг-фу или вообще скрытым каким-нибудь искусством борьбы корейским. Поэтому лишний раз с такими точно не хочется сталкиваться. Именно этого боится большая часть молодого поколения, потому что это не просто уважение. Они знают, что данная Аджума может быть кем угодно. Она может быть бывшим тэквондистом, она может быть бывшим полицейским и тем самым человеком, который, например, участвовал в революции. Поэтому лишнее не скажут. Это, во-первых, уважение, во-вторых, страх. Ну, в принципе, много уважения исходит из страха, но не о том. То же самое относится и к Аджуши. Не дай боже, у Аджуши есть татуировка. Мы про это говорили, да, если вы не помните, я об этом оговаривалась в видео «Красота, страшная сила». Если у старшего поколения, у дядечки есть где-то случайно татуировка, все. Если дядечка еще как бы обременен законом, и он не может, например, девушке что-то там такое сказать, потому что все будет вывернуто, и он будет еще виноват, но он все равно это сделает, все равно скажет. Но по отношению к парню, конечно же, он скажет все, что хочет, а то и еще и подзатыльник даст, да, как у нас в советское время, да, кто угодно мог сказать ай-яй-яй, какой ты нехороший, и он был бы прав. Это не то, что сейчас, что вы сказали про моего ребенка, да кто вы такой? Нет, здесь это все еще работает, поэтому вот эта общность «мы» знает, что Аджумы и Аджуши — это вот некая группа взрослых людей, которых реально надо уважать, потому что они, могут быть явно скрытыми обладателями черного пояса, и, это те самые люди, которых реально нужно уважать за то, что они там для страны сделали. Ну и, они могут вам еще так уши-то поначистить, если не делом, так словом. И это круто. На этом все не заканчивается. Почему? Да потому что именно это поколение не сидит на месте, как это делают, в принципе, у нас. Это очень редко можно заметить, когда какие-то люди за 40, за 50, а то и даже бабульки, а здесь это абсолютно нормально, идут заниматься спортом. Я понимаю, что у нас нету таких площадок для занятий спортом, именно связанных с вестибулярным аппаратом, для облегчения и так далее. Но я уже слышала, что у нас потихонечку это все появляется, ну да, это атаковано детишками и так далее, но все равно здесь этого количества хватает настолько, что можно найти явно кусок где-либо, неважно, и позаниматься там. То есть на одном из таких вариантов площадок ты все равно найдешь Аджуму либо Аджушу, который что-то такое делает. Они не сидят на месте. Если они это не делают на таких площадках, они идут тенсани, то есть поднимаются в гору, а это опять же спорт.
Мало того, что дыхалка, так еще и, в принципе, жиросжигание. Плюс, естественно, моторика, потому что ты поднимаешься в гору, а потом спускаешься. И я бы очень хотела, чтобы наши делали то же самое, чтобы мы их уважали не только за то, что мы им должны по групп жизни, да, а еще и за то, что они просто офигенный пример, потому что, ну, давайте будем честными, мы их уважаем, наших взрослых стариков. А здесь это есть. Ты что-нибудь ляпнешь бабушке-то в метро, а тут попробуй ляпни. Там весь автобус на тебя вот так встанет и будет смотреть. Ты что только что сказал? Ты что тут оскорбляешь? Ой, какой неуважительный. И по интернету разнеслось. Поэтому сила Аджум и Аджуш здесь офигенная, которые могут в любой момент встретиться вам на пути в любом парке, на каких-нибудь специальных вот этих вот тренажерах, либо даже просто где-нибудь, где есть скопление того же самого взрослого поколения, и они явно не будут сидеть на месте, даже если у них будет сломанная нога, они все равно будут делать спорт. Нога сломана, но верх-то ничего, работает. И вот это просто нереально круто. Но есть и, конечно, минус у данного поколения, потому что вот да, вот это переступание черты, что они позволяют себе лишнего, что они могут сделать что-то или даже сказать что-то, что может реально очень сильно обидеть. Но сейчас, благодаря большому количеству жалоб со стороны иностранцев и не только, они, естественно, немножко изменились. Они поняли, что тоже, да, обижать зазря людей не надо. Но именно это поколение, скажем так, знакомо с нами. А об этом я расскажу в следующем видео. На этом все. Я надеюсь, теперь вы знаете, кто такие аджумы, что такое памы. Не забудьте подписаться на мой канал, потому что будут еще видео. Лайкайте это видео, если вам понравилась данная информация. Оставляйте мне много комментариев. Не забудьте вот еще, да, вот колокольчик шлепнуть, а то сейчас что-то странное вообще с ютубом происходит, и не все получают оповещение о том, что здесь вот на моем канале новое видео. Ну и, конечно же, всем здоровья, до новых встреч и пока-пока! Да! До сих пор не могу отойти от тех вариантов, когда вот ты идешь, никакой еще бабуленька, а она все равно спортом занимается. Или там у дедушки рука сломана, а он все равно что-то так вот пыхтит, что-то делает.